Осенним утром Татьяна пошла вынести мусор. Возле контейнера она увидела маленького бездомного котенка, который еле двигался среди мусора. Ему было всего несколько недель. Ей стало его жалко. Котенок лежал совсем рядом с мусорным баком. Малыш был грязным и истощенным, его тоненькое тело тряслось от холода. Девушка осторожно взяла его на руки. Котенок еле тихо захрипел и раскрылся в беззвучном мяуканье. Татьяна прижала его к груди, чтобы согреть своим теплом. Ей стало так жалко этого малыша, которого бросили погибать среди мусора. Татьяна аккуратно подобрала вздрагивающего от холода котенка. Девушка осознала, что только ее забота способна спасти жизнь малышу. Тогда она решилась взять его домой. Татьяна забрала котенка себе, чтобы сделать все возможное и спасти ему жизнь. Она пожалела бедное животное и взяла всю заботу о нем. В квартире девушка смыла с него грязь теплой водой. Затем капля за каплей она дала ему немного теплого молочка. После еды она завернула котенка в мягкое полотенце. Татьяна положила его около батареи, чтобы он согрелся. Котенок все еще дрожал. Девушка приложила его к груди, чтобы согреть теплом его зябкое тело. Понемногу котенок успокоился и засыпал. Татьяна просидела с ним так всю ночь, боялась его выпустить с рук. Утром она с облегчением заметила, что дрожь котенка стала слабее. Малыш дышал ровнее. Татьяна надеялась, что ей удалось спасти его. Котенок крепнул все больше. Татьяна не жалела ему времени и сил, кормила и прижимала к телу, чтобы согреть. Через неделю котенок самостоятельно пил из миски, а через 2 недели начал игриво носиться по квартире. Татьяна назвала его Умкой. Котенок все больше привязывался к своей спасительнице. Он ходил за ней по пятам, терся о ноги и урчал от удовольствия, когда его гладили. Однажды Татьяна заболела, у нее поднялась температура. Умка не отходил от девушки ни на шаг, подпрыгивал на кровати и ластился. Он понимал, что ей плохо. Он терся мокрым носиком об руку хозяйки, пытаясь освежить ее. Девушка с трудом открыла глаза, температура все росла, и она не смогла встать с кровати. Тогда котенок понял, что нужно срочно действовать. Умка заметался по комнате от беспокойства, он начал громко мяукать и царапать дверь квартиры, привлекая внимание соседей. К счастью, услышала звуки соседка Татьяны и вызвала скорую. Благодаря своевременной помощи Татьяну удалось доставить в больницу, где ее состояние оценили как критическое. Только бдительность и верный надзор Умки позволили сохранить девушке жизнь. В больнице стало ясно, у Татьяны от ее заболевания развилась опасная инфекция. Если бы не Умка, рассказавшая о беде своим мяуканьем, ее можно было потерять. Через неделю в больнице Татьяна выписалась, очень ослабленная. Дома ее ждал преданный Умка. Он не отходил от хозяйки, радуясь своей заботе. Прошел месяц. Татьяна наконец поправилась благодаря уходу за верным домашним животным. Она поняла, как много значит рядом с настоящим другом. С тех пор Умка и Татьяна стали настоящей семьей. Кот всегда был рядом с хозяйкой. Их история учит, что иногда даже маленькое животное может спасти человеку жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.